Светлое, замечательное утро. Мне очень жаль, вчерашняя трансляция по техническим причинам не состоялась, не сохранилась, надо сказать. Но розы – это товар скоропортящийся, и я боюсь, что они уйдут через пару дней, потому что у нас сильная жара, и они просто горят на солнце. Поэтому тороплюсь провести еще один эфир. И пойдемте в сад. 7 часов. Знакомьтесь, пожалуйста, красный корсар. Огонь в саду, так сказать. Ну, начнем с перенял домино, потому что солнце повернется и будет очень сложно. Посмотрите, какой. Новый король вертикального озеленения. Вот так его называют в интернете. Триумф последних лет. В 2020 году этот сорт получил название «Золотая роза Баден-Баден». Появляются зрители, я очень рада. Еще раз доброе утро. Да? Что нужно сказать? Что этот сорт имеет абсолютный, абсолютный чемпион по сертификату АДР. В Германии существует сертификат качества такой, так примерно как Оскар. И вот этот сорт имеет абсолютный чемпион в этой номинации, так скажем. Вот такие вот бархатные махровые соцветия, шикарно свисающие. Вот штамп у нее примерно 1,40 м или 1,50 м. Ну вот я 1,68 м, а он, чтобы было видно, он выше меня. Совершенно здоровая крепкая листва. Черная пятнистость – это не про этот сорт. Нет, на листьях этого просто не бывает. Вот я поняла, что вот этот сертификат качества АДР – это очень важно на самом деле. Немцы, они внимательны, дисциплинированы и дают этот сертификат качества далеко не всем сортам. Например, третья красавица нашего сада, Ностальджи, она без сертификата качества. Странно. Очень, на мой взгляд, очень стойкая, но без сертификата. Ну, что можно сказать про этот сорт? Конечно, она совершенно неприхотлива. Я ничего не делаю с ней все лето. Ну, стандартные удобрения, стандартная обрезка. Какая стандартная? Она дает цветки на побегах прошлого года. Я слегка вырезаю серединку, чтобы она не загущалась. И все. На зиму вот этот штамп я хорошенько окутываю агроволокном таким круглым. И немножко закрываю вот место прививки на зиму, потому что у нас ветра и снег, да. Морозов у нас таких нет, конечно, сильных, но она морозостойкая. Кажется, она до минус 23 выдерживает зиму. Вот такая шикарная роза у нас. Запах. Ну, запах у нее, конечно,
легкий. Вот, например, ностальджи у нее очень яркий, стойкий, интенсивный аромат. У периниал домино он легкий, но есть легкий такой шлейф. Да. Раньше у нас королем сада называл роза кордес селекционера, красный корсар, роуты корсар. А теперь у нас идет борьба за название королевы сада. Мы не знаем, кто у нас королева, или у нас их несколько. Ну вот это вот про периниал домино. Это рамблер. Что я еще не сказала? Пожалуйста, напомните мне. У нас сильная жара. 37 вчера было, а ночью... Жаль, вчера на эфире был такой мистер 94, который все спрашивал, задавал столько вопросов. Ну, пойдемте теперь. Его называют красный корсар, кордесы, сыновья, селекционеры. Его называют неубиваемый солдат. Представляете? Потому что он абсолютно неприхотлив. Абсолютно. В уходе черная пятнистость тоже не про него. Вот такие вот цветки, полумахровые, с желтой серединкой, подсыхают на солнце, прям подсыхают. Как бы я ни старалась, как бы я ни укрывала, вот в жару немножко помочь растению, помогает слабо. Это шраб. Шраб полуплетистая. Да, в этом году я хочу попробовать вот так загнуть ветку. Видите, вот. Да? Потому что я думаю, что на будущий год она даст вертикальные побеги. И именно на них будут цветки. Вчера один благодарный зритель, мистер 94, спрашивал, а где у вашей розы корни? Вот они корни. Шраб, сильный шраб. Иногда в Германии этот сорт используют для живой изгороди. Представляете? Но я вот сама выросла в Сибири, и для меня это такой шедевр, как из нее можно делать живую изгородь. Как бы кощунство. Подкормка стандартная. В апреле комплексная, с большим содержанием азота. Когда появляются первые бутоны, калий-фосфор. У меня калий-фосфор плюс. Замечательное удобрение. Тоже имеет сертификат качества АДР. Сертификат качества – это важная штука. Они завозят какой-то новый, сделают новый сорт. Потом развозят его по всей Германии. С севера на юг, с востока на запад. И просто оставляют в питомниках. И совершенно за ними не ухаживают. То есть никакой обработки листвы, никакой дополнительной подкормки, никаких танцев с бубнами. А через 3-4 года они приходят и смотрят. Если есть, например, на листьях черная пятнистость слегка, вот как на моей розе ностальджи, они сертификат не дают. Представляете? Ну вот, такой вот у нас неубиваемый солдат. Это, вы знаете, это украшение сада. Почему? Потому что это как красный костер в саду. Она у нас стоит вот так обособленно. И вся в цвету. В прошлом году она была точно такая же. Ну, конечно, ветвей многовато. Но я ее расширяю. Я как бы делаю ее в форме чаши. Видите, в этом году пытаюсь один
побег загнут. Это базальный побег, он очень сильный. И поэтому я рассчитываю, что он на будущий год закроет всю нижнюю часть. Понимаете? Подсыхают цветочки. Ну как же жаль. Красный костер. Ярко-красный взрыв цвета. Но из-за того, что у меня появились две другие королевы, пришлось нашему корсару немножко подвинуться с короной. Пойдемте посмотрим. Ой, третий сорт. Это правда что-то удивительное. Роза называется ностальджи. Да? Минутку. Это просто чудо, правда? Ее называют икона стиля. Как вам? Ее называют роза-аристократка. Как вам? Ее называют роза-хамелеон. Как вам? А запах вы себе не представляете. Вот если перенял домино, она такой легкий аромат, легкий есть, но не такой устойчивый, насыщенный. Вот это, мимо нее пройти невозможно. Сразу обращаешь внимание, что так прекрасно пахнет. Конечно, она тоже немножко подсохла. В 2011 году в Шотландии она получила приз зрительских симпатий, и ее назвали лучшая из лучших. Вот смотрите, у нее вот такая бутон, как чаша. Да, пломбир со взбитыми сливками. Двухцветная. Вот за это ее и называют хамелеон, потому что она двухцветная. Вот смотрите, вот этот бутон. Да? Вот бутон, вот он. Кажется, малинового цвета будет роза. Нет, она распускается и становится вот такой, например. Ага, запах. Посмотрите, какая листва. Еще этот сорт ценится за листву. Это вот сейчас жара, и она... Посмотрите, какой цвет. Вау. И листва позеленела, а прежде она была прям малиновая. Вот знаете, как новые побеги. Сейчас я поищу. В прошлом году вот этот побег был базальным. Вот этот. В этом году, посмотрите, какой он богатый, весь в бутонах. Вот такая вот листва была. Вся листва вот такая темно-малиновая. Сама листва может являться уже украшением. Ну вот этой красавице сертификата не дали. Не дали, потому что сертификат АДР, потому что она плохо выдержала испытание влагой. Когда был период дождей, бутоны подгнивать стали. Ну и я прочитала, что черная пятнистость тоже про нее. Но у меня нет ни одного пораженного листочка. Масштаб куста, ну, 1,20 м, наверное, она максимальна. Обрезка весенняя, как и все кустовые розы, на 4-5 здоровых почек. Слабые ветки все вырезаем, это мы все знаем уже наизусть. Подкормка стандартная, ничего нового. Но согласитесь, цвет совершенно необычный. Почему у нее такое название, да? Потому что Розентантал, селекционер, они решили, что вот эта форма бутона напоминает ностальгическую форму старинных королевских садов. Но у нее совершенно
новый, дерзкий цвет. То есть здесь ретро и модерн. Вам видно? Вам нравится? Пожалуйста, напишите мне. Вам нравится моя роза? Наша роза. Вчера мы сделали сюда зонт. И я сделала шортс. Пожалуйста, зайдите, посмотрите. Такой смешной шортс. Мы укрыли нашу красавицу от солнца палящего. Потому что у нас 37 градусов. Еще сегодня и завтра будет такая жара. Потом немножко, потом мы ждем грозу. Это просто необходимо. Я, конечно, поливаю все, но это совсем не то. Пожалуйста, кто появился в чате, напишите, нравится вам моя роза? Пожалуйста, она не может не нравиться. И, пожалуйста, напишите мне, какая из этих 3 роз, которые мы посмотрели, претендует, по вашему мнению, на титул королева сада. У меня тоже есть свое мнение, но я его не скажу. Вот посмотрите, вот этот вот кремовый с обводкой, вот этот почти коралловый. Ну да, внутри он все равно светлый, видите? Прелесть. А вот этот уже совершенно другого оттенка. Невероятно красивая роза. Это правда. Приглашаю вас на короткий обзор остальных наших роз. И будем прощаться. Вот это у нас плетистая Гольдмари. Она у нас 2-й год. Я думаю, что она пойдет на забор и будет взрывом цвета желтого. Вот, кстати, могу показать. Это, кстати, тоже кордос. Вот желтая пятнистость. Здравствуйте. Кстати, у меня есть ролик про желтую пятнистость. Кого интересует, проходите и смотрите. Вот это Божья искра называется. Это какое-то аббатство селекционировало. Представляете? Вот люди, я их обожаю. Что-то создают, а я потом, например, так радуюсь. Вот эта роза самая прихотливая на предмет черной пятнистости. Если не опрыскивать листья, то она будет стоять лысая. Это правда. Но мы сегодня о ней не говорим. Вот это у нас Клоненсбург. Плетистая. Но она, видите, вот посмотрите, как подгорают листья от солнца. Так жалко. Она у нас хотела погибнуть, но мы ее реанимировали. Давайте еще посмотрим на нашу принцессу Периниал Домино. Герой Ютуба и Фейсбука. Мы собрали больше 20 000 просмотров на Фейсбуке. Ба, как приятно. Люди радуются, смотрят на красоту и радуются вместе с нами. Это как раз то, ради чего мы создавали наш канал. Мы хотим, чтобы люди радовались вместе с нами. Пойдемте, пожалуйста, посмотрим еще розы с северной стороны. У нас всего 13 кустов. Но сегодня трава подгорает, газон. Вот это у нас Манстед Вуд Дэвида Остина, англичанин. Тоже листва слабовата на предмет черной пятнистости. Не будем обрабатывать, она потеряет листву наполовину. Она уже практически отцвела. Это самая темная роза в нашем саду.
Я ее тоже буду формировать в этом году по-другому. Ну, учимся. Очень аромат стойкий, совсем другой, чем у ностальджи. Совсем. Вот у нас белая. Мы ее посадили просто из горшка. Я ее в землю вот так просто воткнула. Понятия не имею, какой сорт. И она так чудесно растет. Она еще не распустилась. Она просто белой шапкой. Пойдемте посмотрим. Вот эти наши розы на штамбе. Вот это оранжи. Оранжи называется. Чайно-гибридная. Штамп невысокий, например, 80 сантиметров. Нет, наверное, побольше. Но так обильно цветет. Посмотрите, сколько еще бутонов. Она интересна тем, что у нее привито два цвета. Вот здесь должна быть желтая, она просто отцвела. Мы ее удалили. А бутона пока не видно. Про эти розы будет отдельный стрим. Сейчас у нас жара немножко спадет. Все открыто. И теми... Ой, это абракадабра. Фэнтези, флорибунда. Тоже куча заслуг, наград, ё-моё. Но вот видите, как подсыхают листья. Ну, горят. 37 градусов, нещадное палящее солнце. Очень стойкий, интенсивный аромат. Прямо на входе у дома. Ну, просто шедевр. Вы мне верите? Откликнитесь, напишите что-нибудь. Сейчас покажу вам еще кратко, какие сорта у нас есть еще. Или уже очень жарко, тяжело. Раннее утро, 7 часов утра. И тем не менее, жара. Вот это у нас называется красивое с озера. Она уже один раз отцвела. Посмотрите, сколько новых побегов. Ну вот это время заката. Вестсайд, да, это время заката. Тоже отцвела. Боже, какие у нее были красивые цветки. Прозрачные такие. Оранжевые такие. Так вот мы укрываем смородину нашу от птиц. Вам слышно, как птицы шумят? У нас лилии. Нижний ряд уже цветет вовсю. А верхний еще не начался. Вот это... Ой, какой же у нее красивый цветок. Подождите, как же она называется? Я забыла. Не помню. А вот это карликовая Хайди Клюм. Флорибунда. Цветет, бесконечная труженица. Цветет без конца. Все лето. Посмотрите. Одни опадают, выцветают. Единственный минус — выцветает на солнце. Выгорает. И очень быстро. Посадили в этом году эвкалипт. Морозостойкий. Очень надеюсь, что он у нас приживется. А вот и наш неубиваемый солдат. Да, как костер в саду. Скоро будут у нас гортензии различные. Приглашаю вас, приходите. Смотрите мои ролики. Приходите на мои стримы. Будем вместе наслаждаться красотой. И последний раз красотку. Не забудьте проголосовать, пожалуйста. Не забудьте написать, какая из сегодняшних 3 вам понравилась больше всего. Я буду ждать. Пойдемте еще коротко посмотрим ностальджи.
Вот видите, подгорает тоже. Ну, потому что при таком-то солнце это невозможно не выгореть. Пойдемте еще ностальжи, икону стиля и роза аристократка. Ну, как вам? Такое обильное цветение. И это еще не все. Посмотрите, сколько бутонов. А когда проходит первая волна, я обрезаю бутоны, и вторая волна, она не менее богатая. И новые базальные побеги. Представляете, какая жажда жизни. Радовать таких, как я. Например. Ну вот это же чудо. Пожалуйста, напишите. Вам нравится? Да! Выдерживает до минус 23 градуса. Утром аромат наиболее стойкий. Но надо сказать, что эта роза должна стоять отдельно. Ну, они все на самом деле должны стоять отдельно на фоне зеленого газона. Тогда они смотрятся, ну, красивее, богаче. Но это особенное, да? Любое присутствие кого-либо оскорбит эту аристократку. Вчера один зритель написал: отойдите от нее, а то вы ее оскорбляете. Нет, я не могу этого сделать, потому что я хозяйка. Я люблю ее. Я ее не оскорбляю. Друзья мои, я, конечно, могу бесконечно любоваться этой красавицей. Видите, подгорела. Я могу бесконечно любоваться этой красотой. Но надо прощаться. Пожалуйста, поставьте лайк. Пожалуйста, подпишитесь на канал. Пожалуйста, возвращайтесь к нам. У нас много эстетичного и красивого. До встречи. До свидания. Спасибо.